Долгое время многим казалось, что запасы наших природных ресурсов неистощаемы и безбрежны, а их использование безгранично. Но тенденции к ухудшению природной среды говорят нам обратное. И тревоги по поводу сохранения биоразнообразия Земли, условий выживания человека не являются беспочвенными, а требуют к себе повышенного внимания, пристального внимания. Однако не стоит подать в крайность. В условиях современного этапа развития общества руководством страны принимаются меры и сформулированы основные направления нашей дальнейшей работы. Первое – это продолжение курса на разумное сочетание экономики и рационального природопользования в системе экологических взаимоотношений, совершенствование природоохранного регулирования, постоянное ужесточение законодательства в части его экологизации. Второе – это повышение роли общества в решении экологических проблем. Сейчас многое зависит от жизненной позиции наших граждан, и их забота о своей земле и окружающей среде требует активного участия. Это является одним из ключевых дел, о котором говорил премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев на первом заседании правительства Российской Федерации. Сегодня в службе созданы и функционируют общественные советы во всех федеральных округах. Успешно функционирует объединение российских экологических организаций «За чистую Россию», включающие в себя практически все крупнейшие неправительственные организации и движения зеленых. Первыми среди федеральных органов исполнительной власти мы инициировали проект по организации деятельности общественных инспекторов. Учреждена ежегодная национальная экологическая премия, награда за достижения в области экологии, вручение которой состоится сегодня на нашем мероприятии. Совместно с неправительственными экологическими организациями составлена карта 100 главных загрязнителей России. Совместно с деятелями российской культуры организованно ежегодно проводится Всероссийский экологический кинофестиваль «Меридиан Надежды». Добавлю, что сложившийся состав независимых народных экспертов занимает главенствующее положение при принятии решений об утверждении заключения государственной экологической экспертизы, утверждении проектов мировых соглашений с природопользователями о разработке и внедрении научно-исследовательских работ. В рамках частно-государственного партнерства заключен ряд соглашений о взаимодействии с крупнейшими промышленными предприятиями. И третье. Непрерывная, кропотливая и качественная работа экологов-профессионалов. Вас, уважаемые коллеги, обеспечение соблюдения природоохранных правовых норм и правил вносит ясность, порядок, правильность и системность в производственную сферу деятельности человека. Обеспечивать природное благополучие людей создает благоприятные условия их жизни. Загрязнение окружающей среды влечет за собой ухудшение здоровья населения, социальную напряженность в обществе, сокращение земельных ресурсов в связи с загрязнением почв, увеличением площадей полигонов захоронения отходов, уменьшением регенеративной способности сообществ, растений и животных, ухудшением состояния водных ресурсов и атмосферного воздуха. Современная экологическая ситуация в мире заставляет страны в большей степени опираться на преимущества политики зеленого развития. Решение проблемы обеспечения экологической безопасности невозможно без труда экологов, профессионалов и общественников, людей, целью жизни которых стало сохранение природы России, формирование благоприятной экологической обстановки. У нас находится сейчас, по-моему, большее понимание между различными ветвями власти, между законодательной ветвью власти, между правительством и его структурами, между региональным руководством. И что самое главное, все мы учимся слушать общественные организации, активистов и наше население. И хотелось бы, чтобы этот процесс шел и дальше, поскольку у нас много задач, которые мы должны решить, но и мы можем вспомнить, как важно участие наших граждан, наших общественных организаций в решении крупнейших вопросов. Я хотел бы напомнить, скажем, решение вопроса историческое решение и историческую процедуру, когда
общественным движениям удалось поменять решение о прокладке маршрута трубопровода по Байкалу. Помните, какое движение было? И, конечно, если бы не активисты, не все вы, я уверен, что все вы принимали в этом участие, решение было бы другим. Я хочу сказать, что сейчас при активном участии жителей Черноморского побережья и всех, кто когда-то приезжал на отдых, принято историческое решение руководством Краснодарского края, и оно утверждено Министерством природных ресурсов. Вот. Мы, наконец сможем сделать отдых наших граждан на Черноморском побережье абсолютно здоровым, потому что принято решение о том, что все отходы курортной зоны будут вывозиться из Краснодарского края. Мы закроем все полигоны.